Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня давайте разберем такого героя, как Оборотень. Сразу вам скажу, что этот обзор, он, как и в принципе все остальные обзоры по только что, скажем так, свежим открытым героям, он будет больше как первое впечатление. И я постараюсь подсветить основные моменты по нему и, в принципе, расскажу то, что знаю про него. И давайте, наверное, начнем сразу с самого главного, с того, что этот герой у нас заточен именно под прохождение башни. Было событие внутриигровое, где можно было его купить. Я его купил и очень долго разговаривал с игроками на опыте, которые у кого оборотень уже давно, и разговоры эти длились очень-очень долго. И в целом меня по большому счету не то чтобы пытались отговорить от покупки оборотня, просто мне пытались объяснить, что оборотень это тот самый герой, который требует прокачки, требует вложений, там, сил, средств, времени и так далее. У меня на него было там около 200, по-моему, осколков с чем-то. Я сделал ему 3 звезды, вот еще один лепесточек у него открылся. И на радостях я побежал в башню, и вот единственное, что я могу сказать, что когда я пошел в башню, я для себя сразу же почувствовал разницу. Вот как бы все познается в сравнении, правильно? То есть я играю в основном в башне астральным магом, он у меня полностью прокачанный, ну практически там, получается, кузница идет у него 5 звезд, и 150 уровень у него, то есть там 4 звезды вот этих вот открыто. И даже несмотря на то, что в принципе-то по большому счету разница и невелика, потому что если мы с вами зайдем посмотреть по уровням, что там баф дает на 140-м, там у нас просто идет множитель на здоровье, то есть урон у нас здесь не фигурирует именно на вот этой вот глобалке. И вот разница, которую я почувствовал, это заключается эта разница в том, то, что астральный маг, он сам по себе, ну, в такой прокачке, которая у меня есть, он дает урон, и он, в принципе, со своей задачей пока что справляется. А оборотень, он пока что, вот в моих характеристиках, он не дает урон сам по себе. То есть он живет, он отхиливается, он быстро восстанавливает хп, он прощает какие-то там ошибки. То есть если, допустим, где-то какой-то моб меня там зацепит, я потеряю кусочек хп, то в принципе волк, он, ну, оборотень, да, то есть он быстро все это компенсирует тем, что он имеет вот отхил, он восстанавливает здоровье. Также еще могу сказать такой момент, что разница вообще по времени прохождения башни, она очень сильно увеличивается в большую сторону, если я играю за оборотня. То есть, допустим, если у меня в среднем уходит примерно, ну там, 2-2,5 минуты на прохождение уровня, если я играю за астрального мага, то если я играю за оборотня, то у меня это время увеличивается практически в 2 раза. И это, честно говоря, это выматывает. Если нон-стоп проходить башню, то оно, конечно же, в принципе, это все сказывается. Особенно если нужно пройти вот прям вот за присест без остановки. Ну, как многие там или большинство игроков это любят делать. И вот совокупность вот этих всех объединяющих факторов, что-то там не открыто, что-то здесь не открыто, что-то здесь чуть-чуть не прокачано. Вот. И вот оно, в принципе-то и сказывается. Но понятное дело, что если мы с вами прокачаем оборотня, там хотя бы 4 звезды ему сделаем, прибавим ему этот урон, поднимем ему уровень. Плюс если мы с вами соберем вот этот вот героический сет, героический шмот, точнее, я извиняюсь, то есть там вот эти перчатки разбойника, которые у нас дают урон по истекающим кровью врагам.
Плюс нужны глобальные усиления по кровотоку. Это кинжал, это орк, там, ну и вот все, что с этим, в принципе, связано. То есть очень, очень много вот этих вот но и так далее, которые будут влиять. И вот мы с вами смотрим, люди обсуждают, разговаривают, и видно, что и видно по топу, что оборотень является наилучшим выбором. Но никто об этом не говорит, то что нужно очень много всего учесть для того, чтобы для вас этот герой стал более-менее комфортным. Вот я на себе вот этот момент испытал и, соответственно, понял, в чем он нуждается, там какие усиления и так далее. То есть, как минимум, нужно кузницу довести до конца, как минимум, нужно еще хотя бы немножко его прокачать, как минимум, нужно героическое снаряжение. И вот это все, вот оно складывается вот в такой вот показатель того, что волк, он от этих характеристик очень сильно зависим. Что у нас здесь? Здесь у нас по стандарту, да, идет физический урон, защита, что немаловажно при игре в башне дракона, там есть ребята, которые кошмар им проходят. То есть, в принципе, у него есть направление, но я имею в виду, что игра именно в башне дракона, есть это направление, но опять же вы учитываете, что вот эти все но, они вам сыграют как бы такую злую шутку против вас, если вот эти но у вас не будут учтены. Но понятное дело, что если вы его хотите открыть, есть возможность его открыть, естественно, ненужного героя его в принципе нет, поэтому в любом случае его нужно открывать. Это задел на будущее, потом вам это обязательно все пригодится. Дальше. Здесь у нас перезарядка, перезарядка, перезарядка. То есть нам камни на перезарядку играя за него, они в принципе не нужны, если мы особенно с вами идем в такие режимы, как там башня драконов, кошмар, сложная арена и так далее. То есть учитывайте вот этот момент. На 50 уровне, 70 и на 90 уровне, то есть который идет бонус для вашей фракции, у нас повышается показатель урона. Здесь у нас растет шанс критического урона, его нанесения. И вот на 120 уровне у нас и также сокращается перезарядка на 2,5%, что в принципе само по себе является неплохим таким показателем. Давайте пробежимся по скиллам. Здесь у нас в принципе все как бы и просто, и сложно одновременно. То есть тут нужно вникнуть, понять, но я думаю, проблем у вас особо с этим и не будет. Используется яростный укус у нас каждые 4 секунды, кусая ближайшего врага и нанося 3000 там с лишним урона, если он у вас прокачан до 3 уровня, исцеляя оборотня на 10% от максимального здоровья. То есть 10% это звучит мало, но если у вас показатель ХП равен там порядка, ну там 7-8 тысяч, то в принципе это уже достаточно такое большое количество очков здоровья. Вот, поэтому учитывайте этот момент. Чем больше здоровья, тем больше он как бы исцеляется. И вот этот вот баф, он уже здесь начинает фигурировать. Я имею в виду баф, который на 140 уровне. Так, дальше. Ну, в принципе, давайте еще здесь скажу, что вот этот показатель, он не так сильно важен, как именно наличие вот именно вот этой строчки, что вот идет именно исцеление. Дальше, толстая кожа. Каждые 10 секунд мы получаем щит, равный 30% от максимального здоровья на 5 секунд. И, соответственно, если этот показатель мы с вами еще поднимем, то у нас уже будет и 40, и 50%. То есть это тоже имеет место быть, это нужно, это обязательно нужно делать. Потому что башня, она, в принципе, режим такой достаточно интересный, достаточно такой сложный, поэтому здесь вот эти все нюансы, все эти мелочи, их нужно обязательно учитывать и прокачивать при возможности. Кровавое затмение, ульта. Убийство базовым оружием заполняет шкалу. Когда шкала заполнена,
исцеляет на 30% от максимального здоровья, наносит 560% урона 3 раза в секунду, скажем так, и увеличивает шанс критического удара на 50% на 8 секунд. То есть, что здесь у нас вообще в принципе нужно понять? Вот если вы, например, играете в мифическом снаряжении, то я вот, например, ну, буду говорить вот по себе. Я играю за астрального мага, он у нас маг, длительность эффектов ему нужна, область ему нужна и так далее. Там это нужно, то нужно, все нужно. Поэтому я стараюсь использовать именно магическое снаряжение. Ну, там, за исключением амулет волшебника, он там вообще не фигурирует, поэтому ставлю амулет разбойника. Здесь же, если мы с вами играем за оборотни, ему вот это, в принципе, оно как бы по большому счету не играет роли. То есть здесь у нас уже идет упор именно на то, чтобы вы ставили вот эти вот перчатки разбойника, чтобы у нас повышался шанс нанесения критического урона. Плюс у нас работает вот эта строчка. Шанс нанести 4-кратный урон. Она у нас работает в паре с амулетом, да, то есть у нас здесь еще 25% прибавляется к этому шансу. И если бы у нас был героический шмот, то, соответственно, у нас бы работал еще и урон по истекающим кровью врагам, и волк был бы от этого намного сильнее. Ну, по крайней мере, у меня. То есть все сводится к тому, что нужно просто вот бесконечно фармить, доставать вот эти вот ключики серебряные и золотые. Что еще могу сказать? В башню я сейчас не пойду, что-то я вот решил на этой неделе сочкануть, вообще там на второй этап этот, на второй уровень пошел, награда у меня там не открыта, и, соответственно, решил пойти туда. В общем, делайте просто для себя выводы, взвешивайте все, готовы ли вы к открытию волка или не готовы вы, то есть вероятность того, что вы поначалу вы можете просто вот, как говорится, ожидание реальность. То есть вы хотите его открыть, вы его открываете, там, неважно каким способом, там, либо деньги туда отправляете, либо вы там в кубах его забрали, там, по-моему, был какой-то момент, когда он был в кубах. Вот. И вы просто будьте готовы к тому, что сразу он не заиграет. И в этом, я думаю, нет ничего такого прям настолько критичного, потому что, в принципе, по большому счету, этот вопрос, он решается только за счет вашего колоссального там терпения, наличия свободного времени, средств, возможностей и так далее. То есть, просто вот вам такая просьба, вот учитывайте вот эти вот моменты. По традиции, давайте пробежимся сейчас, вот пойдем с вами в подземелье, посмотрим вообще, как это все выглядит, то есть как он себя там ведет, там какие-то комментарии, может, оставлю. Кузницу еще не посмотрели, но кузницу сейчас обязательно с вами глянем и посмотрим. Так, что у нас здесь? Давайте здесь, в принципе, все будем делать по стандарту. Будем делать вот так. Вот это вот зеленое, это вот он уже там пытается себя каким-то образом спасти, пытается он себя отхилить. Вот, и по большому счету сейчас, конкретно сейчас, это ему и не нужно. Но вот он просто вот типичный выживальщик. Ему нужно выживать, себя спасать. Вот, и с этой задачей он справляется вполне себе неплохо. То есть у него в этом плане никаких абсолютно проблем нет. Вот. Давайте урон прибавим, рассвет возьмем, чтобы поинтереснее было. То есть вот он, как бы даже, давайте, вот я не знаю, получится у нас сейчас или нет. Ворвемся с вами в толпу. Так, ну давайте жизнь возьмем, ладно. Сейчас попробуем. Попробуем просто хотя бы понять, посмотреть, насколько быстро... Вот не помню, кстати, показатели. Ну ладно, пусть
Пусть он тут побыстрее все это у него будет происходить. Сейчас посмотрим, вот постараемся, по крайней мере, посмотреть, насколько быстро он сам себя отхиливает. Вот у нас уже чуть-чуть здоровья ушло. Так, вот я сейчас не обратил внимания, это он склянку поднял или он сам себя отхиливает? Наверное, он сам себя отхилил. Жалко, подземелья, конечно, не прохожу особо активно. Фактически только там, ну, редко, в общем, я сюда захожу. Это плохо, конечно, вот эти пыль надо собирать в любом случае, но нету уже такого энтузиазма. Не получается потерять ХП. Вот сейчас чуть-чуть получается. Ну и, в общем-то, все равно. Вот он, получается, стоит, бежит в эту толпу, он врывается, и ему это только в плюс, по большому счету. То есть вот его фишка как раз-таки она идет в том, чтобы обезопасить себя, восстановить свое здоровье, и быстренько-быстренько вот он своими лапками там машет, урон вроде бы наносит. Еще бы неплохо было, конечно, область здесь взять, но область мы уже не возьмем. Ладно, не в этом суть. Суть в том, что вот главное понять то, как он в принципе вообще себя ведет. И вот если вы вот эти все параметры, про которые я вам говорил, если вы их в кучу соберете, то тогда будет из этого максимальная выгода, максимально будет это полезно, максимально эффективно для вас, и вы будете получать удовольствие. Ну а пока вот так. Пока что вот такие вот характеристики, там вот такая статистика у нас. Как бы по подземелью там о чем-то рассуждать смысла нет. Все это нужно проверять на практике. Так, давайте посмотрим, что у нас в кузнице. Сейчас мы в кузницу перейдем. Так, кузница. Прокачана у меня на 3 звезды. И вот здесь, ну я думаю, урона много не бывает. В любом случае ставим урон. Здесь либо так, либо так. Если клык, например, есть, либо то, что у вас там вызывает, может вызвать кровотечение. Но тут, конечно же, можно поставить сразу, я думаю, правую сторону. Но я решил пока оставить так. Пусть стоит 1-1, потому что с кровотечением я пока, честно говоря, там до конца не разобрался. И вот, ну, не видел вообще, в принципе, чтобы он без Эва вызывал кровотечение. Поэтому, в принципе, выбор лево-лево для начальной игры, он не будет для вас каким-то там неправильным. Дальше у нас идет увеличение урона истекающим кровью врагам. Лунные когти. Используем силу Луны. С каждым ударом напускаем на врагов спектрального волка, который наносит колоссальный урон. Так, здесь, в принципе, ну это сейчас пока вот не могу об этом как-либо рассуждать, поэтому нужно дождаться, когда будет открыта Эва, сделать ему вот верхний ряд тоже прокачать, поэтому нужно просто ждать, потом уже поймем, что к чему. Так, здесь у нас выбор. Либо мы выпускаем 5 волков по дуге перед собой, каждый из которых наносит 100% урона, либо мы увеличиваем область действия волков и повышаем урон на 200%. То есть тут по большому счету либо лево, либо право, тут особо заморачиваться над этим не стоит, поэтому тут только тестировать, проверяйте, какой вот вариант для вас более комфортный, такой и выбирайте. Вот, но при полной прокачке не забудьте поменять на правую сторону, чтобы у нас был урон по истекающим кровью врагам. Так, ну и в принципе-то я думаю, что все. Это все, что я хотел по нему сказать. Больше-то мне в целом добавить и нечего. Более подробный обзор уже будет на стадии, когда будет открыта эволюция, как минимум, там героический шмот. Короче говоря, не скоро. Вот.
Ну и всем пока. Делайте выводы, там, делитесь впечатлениями, пробуйте, играйте. Я надеюсь, что у вас ситуация намного лучше, чем у меня в плане прокачки. И все должно быть у вас хорошо. Всем пока-пока.